Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Сегодня 1 апреля. Обычно в этот день царят шутки, люди веселятся, смеются. Завершая первый день апреля, я тоже хочу поделиться с вами теми сообщениями, которые вызывают у меня улыбку и смех. В любой причем день, не только 1 апреля, в любое время. Вот парочка таких веселых вопросов. Ну вот, я водолей. И что же, мне со всеми в Скорпионе нельзя сеять семена на рассаду? Как-то это все несправедливо. Или еще вот такое. Я стрелец. Почему в ваших видео вы не говорите, когда могут сеять, сажать стрельцы? Какая-то странная у вас любовь к тельцам, ракам и козерогам. Где же стрельцы? Ну, вот такие вот сообщения, бывают и другие в таком же плане. Старожилы нашего канала знают и понимают информацию о тех благоприятных периодах дня, посевов, посадок, саженцев и рассады, других агроприемов. И эта информация касается именно лунных месяцев. Мы вот такие лунные месяцы по всем видам даем ежемесячно. И вот лунный месяц состоит из 4 фаз, которые связаны с положением Луны относительного Солнца. И лунный месяц длится обычно 29-30 дней. В течение всего вот этого месяца Луна проходит через 12 знаков созвездия, через 12 групп силовых воздействий. И в каждом из знаков зодиака действуют какие-то особые энергии, и выполняются определенные задачи. Причем в течение месяца, смотрите, у нас может быть так, что один и тот же, Луна в одном и том же знаке может быть дважды. Вот как, например, в апреле начало и конец в Стрельце. И мы как раз об этом рассказываем. Например, Луна находится в знаке Водолей. Кстати, Луна в каждом знаке находится всего 2,5, иногда 3 дня. И что можно делать в это время? Вот в Водолее, например, да, мы смотрим, где у нас Водолей. Вот он, Водолей, в апреле 6 и 7. Так вот, в Водолее высаживаются, испытываются только новые сорта растений. И все. И поливать нельзя в это время, так как Водолей относится к стихии воздуха, и растения в это время заняты дыханием. Ну а теперь рассмотрим солнечный календарь. Вот я его здесь нарисовала, такое веселенькое солнышко. Вот эта информация, она обычно сообщается астрологами при прочтении вот натальной карты. Я вот даже подготовила такое вот, допустим, человек родился, обязательно начинается положение планет на момент рождения, и мы все слышим о том, что мы, допустим, львы, или мы стрельцы, или водолеи. Это солнечный календарь. И он также, кстати, построен на прохождении Солнца по 12 знакам зодиака. Только энергия Солнца в определенных знаках меняется гораздо медленнее. В течение года проходит только 12 созвездий и по одному разу. Если вы родились, например, 10 февраля, снова же о Водолее хочу говорить, то вы по солнечному знаку Водолей. Но в это время Луна находится в другом знаке. Да и планеты Солнечной системы также находятся в разных знаках зодиака, каждый в определенный миг, и это всегда меняется. Вот видите, в данном случае Лев, как будто по Солнцу, но Луна находится в Деве, и все остальные планеты Солнечной системы находятся в разных знаках, причем в разном положении этих знаков. Вот эти такие тонкости, к сожалению, начинающие изучать астрологию не знают, и особенно наши новые огородники, зрители, которые только начинают земледелие. И вот от такого поверхностного знания характеристики момента своего рождения возникают вопросы у начинающих огородников. Поэтому водолеи, весы, близнецы, тельцы, все знаки зодиака, вот я здесь тоже нарисовала все знаки зодиака по Луне. Вот эти периоды мы выбираем для вас всех абсолютно солнечных знаков зодиака. Выбираем лучшие благоприятные периоды, когда можно садить картофель, когда можно сеять на рассаду растения. Именно Луна, это вот лунный календарь, дает нам возможность определить лучшие дни для того, чтобы высеять или посадить, или еще что-то, провести какую-то агрооперацию в определенном периоде. Поэтому Луна для нас, огородников, земледельцев, садоводов, цветоводов,
определяет силы и ритмы, которые действуют на Землю, на растения, на все живое на планете и в планете. И мы именно вот это используем при составлении вот этих наших агрогороскопов для того, чтобы мы получили хорошие урожаи и, естественно, все работы выполнили в определенные благоприятные сроки. Ну что ж, благодарю вас за вопросы, благодарю за доставленное удовольствие. Всем радости, удачи и хорошего урожая в 2021 году. До новых встреч, в новых видео. С вами были Раиса Греченко и Александр Волик.